привет! Рада видеть вас на канале Колыбель искусства. С вами, как всегда, Мирослава. Сегодня тема видеоурока – это декор стеклянной вазы. Как известно, много ваз не бывает, и сегодня я вам предлагаю задекорировать вот такую обычную стеклянную вазочку, сделать на ней интересный декор, красиво ее оформить. Присоединяйтесь! Итак, на первом этапе, что вам необходимо сделать? На любую стеклянную поверхность, любой стеклянной поверхненности, в которой вы будете работать, в первую очередь ее необходимо очистить, вымыть в мыльной воде. И после этого обязательно обезжирить любым спиртосодержащим раствором. Или просто спиртом. Я это уже все сделала, ваза у меня подготовлена к работе. Я закрыла малярной лентой то место, которое я не буду покрывать грунтом. Здесь у меня будет жидкая поталь, поэтому грунт я совершенно не обязательно использовать. Она будет наноситься прямо на стекло. Низ я покрываю грунтом. Естественно, лучше использовать специализированный грунт для стекла. Если у вас его нет, можно использовать и акриловую краску, универсальный грунт, но лучше всего, конечно, специальный для стеклянных поверхностей. Я буду работать губкой сегодня. Вы как вам удобнее. Можно губкой, можно кистью. Тут уже индивидуально. Не принципиально для декора. Единственное, я буду стараться протягивать, знаете, не оставлять таких явных следов от губки, таких неровных. Буду стараться вот протянуть. Покрывать, скорее всего, буду, уже вижу, буду в 2 слоя. Сейчас покрою первым слоем, высушу и покрою еще раз, чтобы более плотный. С первого раза не старайтесь, потому что редко, когда получается с первого раза хорошо закрыть плотно. И лишний плотный слой, он не нужен. Лучше высушить первый слой, а потом аккуратно пройтись вторым слоем. Первый слой покрыт, сейчас я сушу и покрываю вторым слоем. Так, после того, как вы высушили хорошо грунт на поверхности, все вас устраивает, но вы чувствуете какие-то шероховатости, какие-то такие крупиночки, которые вас не очень радуют, они вам будут мешать, например, в дальнейшей вашей задумке. Можно взять мелко, очень мелко зернистую такую губочку или наждачную бумагу, совсем-совсем тоненькую, которой шлифуют аккуратно. Может, лак уже, знаете, на финише. Совсем такая нежная. И пройтись по поверхности. Сильно давить не надо. Прям стекло не впитывает. Все, что вы нанесли, остается на поверхности. Поэтому чем меньше механических каких-то моментов мы с ним делаем, тем лучше для стекла, тем лучше для декора стекла. Поэтому очень нежно, аккуратно, не надо давить, слегка-слегка просто вот зашлифуем. Так, ну достаточно, меня все устраивает. Сейчас возьму салфетку, еще раз протру. Чудесно. Выбираю декупажную картинку на декупажной карте, которая мне подходит по моей задумке. И буду клеить ее непосредственно на вазу. Все как обычно. Беру клей для декупажа, увлажняю карту и клею ее на поверхность. Я прорезала здесь в некоторых местах карту, потому что поверхность неудобная, мягко говоря, да, обтекаемая. И для того, чтобы карта легла ровно, у вас меньше было загибов, каких-то заломов, лучше прорезать и аккуратно в процессе вот приклеивания ее сложить
максимально аккуратно, чтобы это выглядело в итоге. Все уложили, карту красиво уложили на поверхность. Проходимся по верху еще раз клеем для декупажа. Так, сейчас высушу клей и покрою картинку первым защитным слоем лака. Картинка, то есть лак на картинке у меня хорошо высох, я спокойно могу приступать к окрашиванию основной поверхности, не волнуюсь, что я картинку могу как-то повредить и испортить. Чтобы сделать дальнейший декор, я буду использовать акриловую краску. Подбираю основной цвет, руководствуясь, отталкиваясь от основного фона на моей картинке. У меня он такой серо-голубой, но здесь много оттенков, но основной вот я выделила такой серо-голубой да, цвет. Подобрала соответствующую краску. Вы, естественно, руководствуетесь той картинкой, какая есть у вас, и подбираете, соответственно, такую краску, да, какая вам необходима. Для того, чтобы, видите, он у меня неравномерный, этот фон, я хочу также сделать такое неравномерное покрытие, интересное, такое размытое, скажем так. Для этого я взяла бумагу. Бумага какая? Часто упаковка бывает, знаете, такая тонкая, похожа на кальку, нежная бумага, что-то упаковано в ней. Также я буду использовать пористую губку. Где я беру эту губку, я рассказывала в мастер-классе, когда мы декорировали красивую весеннюю бутылочку шампанского. Если вам интересно, пройдите в этот мастер-класс, послушайте. И приступаю. Краска у меня есть, бумага есть, губка есть. Приступаю к нанесению. Для того, чтобы бумага все-таки смягчить ее, она не была такая жесткая, я не поцарапала, не испортила грунт, да, немножко я ее увлажню. Просто увлажняю. Сильно не надо, просто немного, чтобы она стала более мягкой, приятной в работе. И вот просто так. И губку немного увлажняю. И краску тоже. Не надо она вам, не нужна вам сильно плотная краска. Немножко добавляйте воды, увлажняйте, чтобы она такая была приятная. Так, ну и двумя способами, губкой и бумагой, сейчас буду делать фон. Захожу на картинку, не бойтесь, это специально, чтобы соединить. Где-то плотнее, где-то менее плотно буду наносить, потому что еще буду добавлять других оттенков в процессе. Так, ну пока достаточно, сейчас высушу и дальше продолжу работать. То есть каждый раз, когда вам понравился уже, да, какой-то момент, остановитесь, высушите и дальше, чтобы у вас не было грязи, у вас не смешались эти краски, они должны аккуратно накладываться друг на друга, но не смешиваться, не превращать это все в некрасивые такие болото, да, скажем так, если грубо. Так, после того, как у меня высох этот первый слой, я буду добавлять еще немножко разных оттенков, руководствуясь, опять-таки, отталкиваясь от картинки. Сейчас высушу и еще буду смотреть, что я еще хочу. Так, ну и после того, как я высушила вот эти, да, оттеночки поверхности, снова беру этот серо-голубой, немножко добавила белого, разбавила его немного, той же губкой пористой, хорошо ее складываю. И сейчас снова пройдусь. Так, на меня вполне все устраивает. Видите, появляется уже, сейчас высохнет, еще более будет видно. Такой эффект камня, да, уже у вас не стекло на поверхности, а уже появился такой интересный камень. Мне очень нравится то, что получается.
Сейчас я хорошо высушу и продолжу далее. После того, как хорошо краска высохла, я покрыла всю поверхность лаком. И сейчас лак тоже высох. Сейчас я возьму двухкомпонентный кракелюрный лак. Еще дополнительно хочу украсить, немножко добавить кракелюра. Значит, по кракелюрам они бывают очень разные, все зависит от производителя. Они бывают на водной и не на водной основе. Сохнут по-разному работают, поэтому обращайтесь, пожалуйста, когда приобретаете кракелюры, обращайтесь к производителю, уточняйте, какое время высыхания. Некоторые кракелюры нужно высохнуть, чтобы первый слой высох. Первый шаг высох хорошо. В других случаях у других производителей первый шаг мы проверяем на отлип, как клей для потали. Вот сегодня я буду конкретно пользоваться кракелюром, который проверяется на отлип. Поэтому, пожалуйста, когда приобретаете, уточняйте у производителя, как с ним работать. И дома еще дополнительно где-то тестируйте, проверяйте, как он себя будет вести. Такие капризные материалы, но очень классные, очень здорово дополнительно украшать иногда с их помощью поверхность. Приступим. Беру первый шаг, беру сухую кисточку. Полностью покрывать не буду, буду какие-то участки. То есть полностью не хочу, чтобы было покрыто. Я считаю, что это не очень в этом случае подходит. Буду как-то выделять, пытаться выделить какие-то конкретные участки. Буду где-то накладывать поплотнее и протягивать просто. Так, ну я нанесла там, где посчитала нужным. Теперь буду ждать, пока он высохнет на отлип, повторяю, в моем случае. И пока я ожидаю, я сейчас покрою вверх вазы, горлышко вазы жидкой лаковой поталью цвет шампань. Я выберу в моем, опять-таки, случае. Снимаю малярную ленту. Беру поталь цвет шампань, лаковую, подчеркиваю. Хорошо необходимо взболтать сухую кисточку. Буду покрывать. Так, сейчас высушу и покрою во второй раз. Пока я наносила первый слой потали, у меня уже высох первый шаг кракелюрного лака. И как рекомендует производитель этого кракелюра, на отлип, по-моему, прекрасно. Все белесые моменты ушли, стал прозрачным и великолепно чувствуется на отлип. Поэтому беру второй шаг и буду наносить. Так, нанесла и оставлю. Буду ждать, пока проявятся трещинки. Пока я жду процесс появления трещин, буду покрывать вторым слоем жидкой потали. Итак, я покрыла 2 слоя жидкой потали вверх вазы. Трещинки у меня появились после нанесения второго шага кракелюрного лака. И сейчас для того, чтобы они проявились у вас, да, чтобы их было видно, вам надо их затереть. Чем это можно сделать? Это можно сделать металлическим порошком мелким, можно сделать восками, можно сделать патиной, пастелью. То есть какая задача перед вами стоит, да? Там хотите вы сделать винтаж или вы хотите сделать блеск, как вы это видите, тем и пользуйтесь. Я буду использовать металлический порошок. Для этого я возьму натуральную кисточку мягкую, порошок и пройдусь по поверхности, чтобы выделить трещинки. Так, я затерла порошком, появились такие нежные трещинки, какие я и хотела видеть. Тот результат, которого я добивалась, у меня получился. Более детально
Я сейчас как-то стараюсь провернуть, но более детально вы уже увидите в конце мастер-класса на видео и фото, и будет возможность у вас рассмотреть это, я надеюсь. Покрываю все лаком. Итак, после того, как лак высох на поверхности, я беру силиконовые молды, глину и сделаю еще объемные элементы для дополнительного украшения. Сейчас я буду уже готовые объемные элементы клеить к поверхности. Для этого я использую, кто не знает, строительный клей ПВА. Объемные элементы я приклеила к поверхности. Естественно, сейчас им надо дать хорошенько высохнуть. В домашних условиях, напоминаю еще раз, это лучше делать как можно дольше. То есть, ну, хотя бы на следующий день приступить к дальнейшим работам. Пускай клей, объемные элементы хорошо высохнут на поверхности. Тем более, учитывая, что это еще и стекло, все это у вас будет сверху, поэтому лучше дать ему хорошо высохнуть. После того, как все объемные элементы у вас хорошо высохли, можно взять жидкую лаковую поталь и украсить эти узоры. Я основной цвет буду брать шампань, такой же, как у меня верх вазы. Вы руководствуетесь своей задумкой, да, какой у вас цвет основной. И в первую очередь покрою цветом шампань. После того, как я просушила немного, ну, можете полностью высушить шампань, да, цвет, я взяла синий хром и золотой лес, и сейчас добавлю какие-то еще оттенки, чуть-чуть разбавлю, дополнительно украшу. Мои дорогие, подошел к завершению этот видеоурок. В результате получилась такая нарядная вазочка. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой декор. Будете ли вы его использовать в своих или уже использовали в своих работах. Если вам понравился этот видеоурок, оставляйте, пожалуйста, свои лайки. Это помогает развиваться мне и моему каналу. Подписывайтесь на канал Колыбель Искусства. Впереди вас ждет, как всегда, много интересного. Ну а на сегодня все. Я буду прощаться. Всего вам доброго. До новых встреч и давайте творить вместе.